Вы наверняка видели этот символ. Мифология Древнего Египта полна могущественными символами, но, возможно, одним из самых завораживающих и узнаваемых символов Древнего Египта является именно Око Хора. Также известно как Уаджет – Око истины и прозрения. Око Бога внутри человеческого разума или всевидящее око. Око Хора веками использовалось как магический защитный амулет, дарующий здоровье и благополучие. Сам бог Хор является одним из важнейших древнеегипетских божеств. Часто изображаемый как сокол или человек с головой сокола, Хор олицетворяет всевидящие защитные качества божественного правителя. Но почему именно его глаз был принят в качестве такого важного и значимого символа? Есть ли разница между левым и правым глазом Гора? И какие древние знания закодировали египтяне в отдельных частях глаза? Все это и еще информация, которая может полностью перевернуть наши представления о реальности и о том, что мы с ней делаем. В новом эпизоде «Скрытая реальность». Спасибо, что вы здесь. Постигаю тайны Гелиополя, потому что сам тот поставил печать на моей голове, и могущественный глаз Хора, который мною освобожден, защищает меня, и он светит на челе Ра, отца богов. Я действительно Азирис, я живу в Аменте. Азирис, познавший вдохновленный час, не существовал бы, если бы не существовал я, потому что я Ра среди божественных духов, и я не погибну в вечности. Всем встать, Хор, воскресший для жизни, даже боги признали тебя богом. Глава 8, Книга мертвых. Левый и правый глаз Хора часто встречаются в искусстве и иероглифах Древнего Египта. Оба глаза стали прочными символами древнеегипетской культуры, представляя божественную силу, защиту и исцеление. Глаз Хора, как амулет, считался приносящим безопасность тому, кто его носит, но также использовался как знак царской власти, хорошего здоровья и защиты от злых сил. Согласно Книге мертвых, Око Гора должно было быть изготовлено из полудрагоценного камня лазурит, который был исключительно ценен в древности из-за своего насыщенного синего цвета. Когда его носили как украшение, амулет позолочивался. Но кто такой Хор? И почему именно его глазу приписывается это значение? Хор является одним из важнейших древнеегипетских божеств, и как сын Ра, света, или Осириса, известен своей связью с небом и защитой людей. Исторически, египтяне поклонялись ему с позднего доисторического периода до царства Птолемеев и позднего римского Египта. Хор существует в разных формах на протяжении истории, и каждая форма воспринимается как отдельное божество. В египетской мифологии Хор, HR, что означает «высота», «небо», изображается как сокол, человек с головой сокола или крылатое солнце, а его символом считается солнечный диск с распростертыми крыльями. Другое имя бога Хора – Хорус, что означает «тот, кто вверху» или «тот, кто далеко» с одной стороны, а с другой – «мы люди», Хор-Ра. Интересно, что Хор считается первым фараоном. Именно так. А последующие фараоны Египта считаются его земным воплощением и его наследниками. Именно эта божественная сущность дает законное основание для правления. Фараоны, по сути, являются служителями Хора, или, по крайней мере, верят в это. И имя Хор становится обязательной частью пятеричной титуловки фараона. И вот,
Хор является в образе сокола, крылья его широки на 1000 мери, жизнь его длится 2000 лет, с оружием в руке вперед наступает. Перед своим городом в любимое свое озеро прибывает. Рожденный в храме бога города, он дары там этому богу принимает. Отдыхает он среди своего животворного сияния. Совершает там дела, что обычно творит в озере с двойным огнем, где никто не знает радости, потому что это место страдания. О, ты, бог мира! Считается, что Хор почитался еще в поздний додинастический период. В это время в Египте существовало много культов сокола, и Хор почитался как местный бог. Один из этих культовых центров в честь сокола был город Некхен, также известный на греческом как Хиеранкополис, что в переводе означает «ястребиный город». Некхен был могущественным городом в преддинастический период и ранней столицей Верхнего Египта. Жители Некхена верили, что правящий царь – это проявление Хора. На более позднем этапе, когда Нармер, один из правителей города, смог объединить и контролировать как Верхний, так и Нижний Египет, концепция фараона как земного воплощения Хора приобрела и национальное значение. Действительно, Хор – правитель и хозяин Египта. Он определяет течение дел на миллионы лет. Для него боги день и ночь работают. Его божественное око – источник жизни для несчетного числа существ. Происхождение бога Хора также столь же неясно, как и запутанная, связанная с ним мифологическая традиция. В Древнем Египте было много богов, изображаемых как сокол, и некоторые из них делили имя Хор или более конкретно Хар, Херо или Хор. Кроме того, считалось, что боги Ра, Манту и Сакар также могут принимать форму сокола. Каждый хор имел свой собственный культовый центр и мифологию, но со временем они постепенно слились в два самых популярных образа хора, а именно хор Бехедети, который является хором Изет-Фу, и хор Са-Асет, хор сын Исиды и Осириса. Но в чем разница между различными вариациями бога с головой сокола? В древнеегипетской мифологии одной из самых запутанных историй является история об Осирисе, его брате Сете и сыне Осириса Хоре, который рассказывает о событиях земного правления Осириса до битвы между Хором и Сетом, которые борются за право унаследовать трон Осириса после его смерти. Согласно мифу, Осирис, известный как великий бог мертвых, когда-то имел человекоподобную фигуру, жил на земле и правил вместе со своей сестрой и женой, Исида. Как доброжелательный правитель, он давал знания людям, и они воздавали ему почести. Сет, представленный как сильный и смелый, хоть и с буйным нравом, испытывал сильную ревность к своему брату и поклялся убить Осириса и, соответственно, захватить трон для себя. Сет с помощью хитрости сумел убить Осириса, положил его тело в деревянный гроб и пустил его по течению Нила. Исида, узнав о его смерти, отправилась на его поиски. Когда она нашла его мертвое тело, она приняла облик стервятника, села на тело мертвого Осириса и, используя свои магические способности, зачала Хора, которого затем тайно воспитывала в дельте Нила, защищая от гнева Сета. В некоторых местах упоминается, что богиня Уаджет защищала и заботилась о маленьком Хоре. Когда Хор достиг зрелого возраста, он попытался отомстить за смерть своего отца и претендовать на законный трон. В последующих битвах с Сетом изначально Хор терпит поражение, и Сет вырывает один из его глаз. И здесь важный момент, в котором появляется история о глазе Хора. В некоторых версиях Сет разрывает глаз на 6 отдельных частей, а в других Хор сам его жертвует. Тогда мудрый тот помогает Хору и восстанавливает вырванный глаз, а впоследствии Хор выигрывает битву с Сетом и становится законным правителем Египта.
Во многих храмах есть ряд изображений процесса восстановления глаза Хора, где в некоторых из них Тота поддерживают 14 богов, включая богов из Энеады Гермополя. Так, восстановленное око становится символом восстановления порядка из хаоса и победы добра над темными силами. В одном из рассказов Хор дарит восстановленный глаз своему отцу Осирису, чтобы помочь ему управлять Нижним миром. Осирис съедает глаз и возвращается к жизни, и в результате этого он становится символом жизни и воскресения. Другая версия Хора, та, что Хор Бехдетский, нам известна, и мы можем ее обсуждать благодаря надписи, высеченной на стенах его храма в Бехдете, или известном нам сейчас как Эдфу на дельте Нила в Верхнем Египте. Согласно мифу, Хор Бехдетский – сын Ра, бога света. На фреске в Эдфу-Хор изображен стоящим на носу лодки Ра с гарпуном в руке, которым он убивает крокодила. А история рассказывает, как Хор сопровождает своего отца по реке Нил и уничтожает его врагов, которые превращаются в крокодилов и гиппопотамов. Хор Бехдетский также описан как супруг Хатхор и считается богом-создателем и архетипным царем. Его правый глаз – солнечный глаз и часто считался символом солнца, а левый глаз Хора назывался лунным глазом и был символом луны. Его пестрые перья образовывали звезды, а крылья создавали ветер. Поэтому он был известен как Хор, который управляет двумя глазами. Правый глаз или солнечный глаз назывался оком Ра и представлял силу солнечного тепла и, конечно, света. Древние египтяне верили, что око Ра защищает от хаоса, подчиняя и контролируя разрушительные силы. Интересно, что некоторые египетские богини, такие как Хатхор, Сехмет, Тефнут, Баст, Мут, Нехбет и Уаджет, в некоторых мифах получают титул ока Ра. Согласно некоторым авторам, Хор из Бехдета или Бехерета, Великий Хор, впоследствии стал богом-войном. Вероятно, он основатель царства в Дельте, до тех пор находившегося под властью последователей Сета. Затем молодой Хор возглавил восстание против господства последователей Сета. И так Хор сумел объединить Египет, установить культ Осириса на всей долине Нила. Считается, что эпос о Хоре представлялся как театральная пьеса или как мистерия посвящения в различных храмах во время некоторых праздников, особенно на зимнем празднике Ветфу, которым праздновалась победа Хора над Сетом и его сторонниками. Поскольку в предании око Хора было магически восстановлено, древние египтяне верили, что оно обладает лечебными свойствами. Изображение ока накрашено согласно египетским обычаям, и в древности амулет использовался при погребальных церемониях для защиты от зла и для обеспечения перерождения души в подземном мире. Часто им украшали мумии, гробы и гробницы. Как амулет ока Гора имеет три варианта: как левый глаз, как правый глаз и как два глаза. Существует еще одно, немного иное толкование левого и правого глаза Хора. Правый глаз Хора или Солнца соответствует конкретной фактической информации, управляемой левым полушарием мозга. Он работает с словами, буквами и числами, которые используются при выстраивании или применении мыслей, что автоматически связывает нас с логикой и мужским способом мышления.
Левый глаз, лунный глаз, символизирует абстрактную эстетическую информацию, воображение, управляемое правым полушарием мозга. Можно сказать, что он управляет эзотерическими мыслями, чувствами и является воплощением интуиции. Это, конечно, больше ориентировано на знакомое нам женское начало. Похожим образом в книге «Древняя тайна цветка жизни» Друнвало Мелхиседек рассказывает, что левый и правый глаз Хора использовались как символические обозначения для школ мистерий в Древнем Египте. Согласно ему, в Египте было 3 школы мистерий. Мужскую называли правым глазом Хора, женскую – левым глазом Хора, а 3-я школа – это ребенок, средний или 3-й глаз Хора, то есть просто жизнь. Но египтяне считали его за самую важную школу, потому что с их точки зрения все, что происходит в этой жизни, это урок, часть школы, готовящей нас к более высоким уровням существования, которые простые люди называют смерть. Жизнь — это обучение и познание, и все то, что происходит с нами в повседневной жизни, имело глубокий и тайный смысл для древних египтян. Согласно египетской практике, посвящаемые должны были пройти через 12-летнее обучение в школе «Левый глаз Гора», а затем 12-летнее обучение в школе «Правый глаз Гора» — 24 года их жизни. Левый глаз Хора, женский путь, исследует человеческую природу эмоций и чувств, как положительных, так и отрицательных, сексуальную энергию, рождение и смерть, определенную психическую энергию и все то, что не относится к логике. Логика изучалась в школе, отвечающей за мужской аспект. До сих пор это была более известная классическая информация. Сейчас мы перейдем глубже. Мы знаем, что цивилизация Древнего Египта обладала исключительно развитыми знаниями как о земной, так и о космической жизни. Поэтому логично задать вопрос: возможно ли, что око Хора не просто символ защитного механизма, а что-то гораздо большее? И если ответ «да», что древние пытались нам сказать через него? Если внимательно рассмотреть его художественный дизайн, мы заметим, что око Хора не просто магический защитный символ, но использовалось также в качестве единицы измерения, особенно для измерения ингредиентов в лекарствах и пигментах. Но больше всего это также пример анатомических и физиологических знаний древних египтян. В мифе, который мы рассказали, Сет разрывает око Хора на 6 частей, и это изображено в 6 составных частях его символического представления. Эти части представлены как дробные числа, называемые мерой Хекат. В целом, око Хора равно 1 Хекату. Хекат — одна из самых старых египетских систем измерения, которая использовалась для измерения товаров, таких как зерно и мука, и 1 хекат примерно равен 4,54 литра. 6 частей ока Хора соответствуют древним представлениям о 6 чувствах: осязание, вкус, слух, зрение, мысль и обоняние. Ощущения расположены в соответствии с их мнимой важностью и в зависимости от того, сколько энергии должно быть поглощено в кавычках глазом индивида, чтобы достичь определенного ощущения. Правая сторона глаза связана с обонянием, так как она ближе всего к носу и напоминает этот орган, при этом она соответствует 1/2 от Хеката. Зрачок представляет ощущение зрения, ему соответствует 1/4 Хеката. Линия сверху, напоминающая бровь, представляет 1/8 Хеката и связана с мыслью,
так как очень часто движением бровей мы можем выразить наши мысли. Левая сторона глаза представляет слух и составляет 1/16 от хиката. Изогнутый хвост соответствует ощущению вкуса и составляет 1/32 от хиката. И, наконец, 1/64 от хиката приходится на осязание. Интересный момент, и это действительно интересно отметить, заключается в том, что если части сложить вместе, получается 63/64, а не единое целое. И где эта недостающая часть? Некоторые предполагают, что оставшаяся 1/64 представляет собой магию, использованную тотом для восстановления глаза, в то время как другие считают, что отсутствующая часть представляет факт, что абсолютное совершенство в нашей физической реальности невозможно. Еще одно примечательное явление – это лицо Гора, которое, по мнению многих экспертов, напоминает человеческий мозговой ствол. Таким образом, если его лицо — это мозговой ствол, то око Хора напрямую совпадает с контрольным центром мозга, который содержит эпифиз, гипофиз и гипоталамус. Эти железы, которые находятся в центре мозга, чрезвычайно важны для того, чтобы мы функционировали как полностью сознательные существа, потому что от них зависит все, что мы делаем. Гипофиз является главным центром, расположенным в области гипоталамуса мозга, и контролирует как эндокринную, так и нервную систему, две наиболее важные системы организма для понимания и взаимодействия в нашей физической мир. Эпифиз – это маленькая эндокринная железа, окруженная костью рядом с центром мозга. Эта железа, известная также как третий глаз, считается по медицинским меркам образованием промежуточного мозга. По форме она напоминает маленькую сосновую шишку, откуда и происходит ее название. Эпифиз, расположенный в центре мозга, играет важную роль в нашем восприятии света и регулирует сон и циркадные ритмы через выработку мелатонина. Примечательно, что он получает высокий кровоток и четко отделен от гематоэнцефалического барьера. Система. А что более важно, это единственный элемент во всей нашей системе, который не имеет фильтрации. В энергетическом плане эпифизу часто называют третьим глазом, как мы уже упомянули, или можно встретить ее как седалище души. Пробуждение третьего глаза приносит повышенное осознание энергии и тонкое дрожание в ткани реальности, преодолевая пропасть между сознанием и подсознательным миром, и так появляется как портал к самому источник. Психофармаколог Рик Шрасман утверждает, что эта железа может производить психоделическое соединение диметилтриптамин-ДМТ, которое, по его словам, выделяется в больших количествах как он это описывает. Значительные духовные моменты рождения, смерти, переживания, близкие к смерти, осознанные путешествия на разных вибрационных уровнях, астральные путешествия, дежавю, прохождение через различные параллельные реальности, отсутствие времени и любого рода переживания, выходящие за рамки нормального стереотипа восприятия самой жизни. В 2002 году израильские исследователи делают удивительное открытие. Они обнаруживают, что на в эпифизе есть два вида кристаллов, и что эти кристаллы на самом деле являются резонаторами, которые стимулируются светом и звуком. То есть эти кристаллы имеют пьезоэлектрический эффект. А из теории когитальности мы знаем, что эпифиз — это орган, который не осуществляет фильтрацию. Шишковидное железо является своего рода переключателем, или, иными словами, она ключ к выбору, будет ли активирована фильтрация, то есть будем ли мы воспринимать себя как ограниченную голограмму, или получать прямую информацию от источника. В зависимости от состояния шишковидной железы работает один из двух режимов. При этом ни один из режимов полностью не отключает другой. Пока один работает, другой находится в режиме ожидания. В процессе переживания в окружающей среде обоим режимам придается значение. Режим адаптации мы называем осознанным. Логичный, возможный, нормальный, а режим информация неосознанный, невидимый, несенсорный, сверхъестественный.
По этой причине мы по умолчанию отказываемся от второго, а он всегда включен и может быть активирован. После определенного числа тренировок активация становится осознанной и по желанию. Интенсивность переключений режимов может составлять миллиарды раз в секунду, то есть миллиарды раз в секунду возможно получение полной базы данных из информационного поля. Если мы выберем одно из двух, мы уже придаем значение тому, что одно лучше другого. Тогда, как они представляют собой одно целое, переливающееся, неразрывное, неделимое, общая, вибрирующая, пульсирующая сама в себе энергия. Поэтому нужно быть и тем, и другим. Таким образом, получается, что с одной стороны глаз Хора оберегал живых от зла и болезней, а мертвым обеспечивал перерождение их душ в загробном мире. С другой стороны, 6 отдельных частей, составляющих глаз, символизировали 6 чувств и служили для измерения количеств. Но самое главное, глаз Гора — это символ божественного начала. Как говорится, сын Ра, то есть света, символизирует именно это земное проявление этого света. Мы, люди Хора, если задуматься, тоже дети света. И, конечно, мы носим этот свет внутри нас. Глаз Хора символизирует и эпифиз, показывающий нам, что внутри каждого из нас есть такой глаз, который всевидящий, потому что это наша постоянная и непрерывная связь с источником. И эта связь может быть заново открыта, может быть забыта, может быть сложной в некоторые моменты, но она существует и всегда существовала. Мы всегда связаны со всем, что есть, всегда связаны с полным потенциалом. И тогда, когда у нас есть наибольшая потребность, и тогда, когда желаем, с достаточной практикой, можем получать информацию о конкретных событиях или личностей. Что мы делаем с этой информацией и как ее используем? Каждый имеет задачу понять и ответить на этот вопрос и взять на себя ответственность за то, что делает с выборами и с информацией, которая ему предоставляется и предлагается в различных формах изобилия. Во Вселенной, в яйце и в бессмертном глазе Хора живу. Этот глаз дает мне вечную жизнь. Когда он закрывается, он все равно охраняет меня. В сиянии, погруженный, я иду вперед по своему пути. Повсюду проникаю по воле своего сердца. Я существую и живу. В моем существе скрыта моя суть. Я сам. Только я. Космические одиночества обхожу. Живу я действительно в глазу Гора, и никакое несчастье не могло бы ко мне дойти. Вот ворота небес я открываю и посылаю рождение к земле. Поклон и спасибо, что снова были с нами в очередном эпизоде «Скрытой». Реальность. Мы взяли небольшой перерыв от этого формата, но теперь продолжаем с новыми силами. Спасибо вам за внимание, за то, что вы всегда такие любознательные, так хотите углубляться вместе все дальше и дальше и дальше, копать из глубин реальности, но важнее думать осознанно, творить осознанно. Да. Мы говорим то, что думаем, то, что чувствуем и то, чего желаем. Синхронизировать два полушария, как левый и правый глаз Хора, и излучать любовь. Любовь к окружающим, любовь к себе, любовь ко всему, что есть, с одной, единственная идея. Продолжаем двигаться вперед во имя одного более красивый, более особенный и более внимательный мир. До скорой встречи, друзья!